Дали мне еще один электрод, и я обнаружил небольшой интересный эффект в операциях. Ну, посмотрим, что я тут сделал. Это электрод из графита. Первая операция просто по плоскости. Фрезу я взял 10. И верх у меня на 5 соток ниже нуля. Зазор межэлектродный 5 соток. Тут оно у меня само записалось. Вот только я где взял. Минус 0,5. И все вроде. Идем дальше. Минус 5 соток. Выборка мяса внутри. За 2 прохода я сделал. Припуск 0. Выбранные поверхности. Контроль здесь. Тул 10 опять. РГХ руф. Черновая выборка. Кут Клим по 0,75 берет. Дело в том, что у меня державка для электродов может быть систем 3R, а там диаметр 20 хвостовика, и на него лепят уже все остальное. Графит, а здесь большой графит. Диаметр где-то 90, что ли. Загрузка по окружности. И загружать на более мелкой подаче сделал. Загружать. И до глубины минус 20. С шагом по 10 миллиметров. Линки сразу в горизонтали подходит по радиусу. Точность 2 сотки. Окей. Что это у меня? На отработку дал. Я взял только внутреннюю часть, потому что тогда бы мне снаружи на глубину 20 ходил. Я пока не стал ее обработать. Вот следующая операция идет снаружи. И я чуть поглубже взял, чтобы вот эту фаску отработала, чтобы она была видна. Хотя деталь симметричная, фаска не обязательно. Это у меня waterline. Геометрия. Это чтобы он не лез вовнутрь. Я выбрал его красным. Припуск 0. Контроля нету. Тул 10. Наружная. Черновая наружная. И по миллиметру. Вниз. Под углом 20 градусов переходы. Максимальная глубина 10. 10 это глубина вот этой полочки. Она мне не обязательно точная, потому что рабочая часть кончается где-то на половину высоты. Линки. Подход по горизонтали. И 2 сотки. И теперь у меня вот тут интересная вещь получается. Доработать надо уголки. Потому что у меня остается после фрезы 10 большие уголки. Запускаем. Сделаем пооперационно. Раз.
Поверхность снял, внутри выбрал, наружу выбрал. И вот я четверкой хочу это вот мясо лишнее выбрать перед чистовым проходом. И вот что у меня получается. Первый проход берет очень много, он опускается сразу на радиус инструмента. Вот первый проход очень глубокий получается. Потому что первый проход на весь радиус инструмента идет. И тут я интересную вещь увидел. Сток. Остатки. Rest. Остатки материала выбираем от Waterline. И тут у меня черновой инструмент. Десятка. И тут надо добить какой-нибудь радиус. Фреза 4R. Доработка. Ну тут длина не 20, а 15 можно. Я там поменьше сделал, хватает. Folder, сток, черновой инструмент, радиус 1. По 4 десятки вниз. По прямой, потому что я сделал отходы. Вот у меня выбирает и отходит по радиусу и заходит по радиусу. А это я сделал вот тут. Apply транзакцию. Галочку поставил. Теперь он на каждом проходе отрабатывает заход и выход. Одинаковый. Если эту галочку убрать, то он ерунду покажет. Видите? Я радиус на черновом инструменте поставил, и появился дополнительный проход. Повыше уже. Глубина по шагу идет, наверное, 4 десятки. Z минус 0,4. Видите, он не отходит. Если убрать транзакцию, то он пройдет и сразу опускается без отхода от контура. Поэтому надо здесь галочку поставить. Вот. С галочкой все окей. И вот появились проходы. Теперь он не будет сразу на весь радиус брать мясо. Вот это интересная вещь. Хотя фреза у меня никакая не радиусная была. А радиус поставил, и причем разницы нету. Можно 1 миллиметр, можно 2 миллиметра поставить радиус. Все равно появится один проход. А если по нулям, то сразу на радиус инструмента опустится. Так, это есть минус 12. Это минус 12 по глубине. Сейчас покажу, почему сделал. Толеранс 25. Это я мясо выдрал. На 12 миллиметров. Потом идет уже чистовой проход. Фреза 4 радиусная. И припуск минус 0,5.
Waterline. Красный, чтобы на этой стороне вниз не шел. Минус 5. Красная тоже минус 5, минус 5. Никакого границы нету. Инструмент фреза 4R, зазор межэлектродный 5 соток. По 4 десятки. А это много. Четверка, радиус 2. 2 десятки надо делать. Хотя угол 5 градусов. Не 5 градусов, 0,5 градуса. Там перепад меньше сотки идет. Так что сойдет и 4 десятки. Минус 12. Заход по радиусу 2. Везде нули. Точность 1 сотка. Окей. И это у меня доработка угла. Фреза двоечка. Ну, то же самое подход по радиусу. И на глубину 7 миллиметров. По-моему. 7 миллиметров. И тоже у меня это waterline от 0 до 7. Ага, это с рестом сток. И тоже я сделал радиус на фрезе предыдущий. А у меня идет инструмент двойка, радиус 0,2. Ди это диамант, алмазное напыление. Доработка радиус 1. Припуск минус 0,5. Сток. Черновая фреза. Transactions. Глубины. Заход, выход. Точность сотка, окей. Ну, теперь посмотрим, что он сделал. Так, я загрузил сборку. Не одну деталь, а две. Вот деталь, и у меня этот пик. Державка 20 миллиметров. И эту деталюху я как приспособление определил. Вот. Фикстурис, первая позиция. Окей. И теперь симулируем. И вот у меня на разные глубины получается. Мясо выдрал до минус 20, четверкой до минус 12, а семеркой вообще до минус 7. И это оказывается все нормально, потому что если включить в фикстуре, можно посмотреть и увидеть, что хватает. Так, здесь ничего не понятно. Сделаем наоборот.
Вот эта вот двоечка отработала. И как раз зазоры есть. Деталь в нее не упрется. Вот она. А вот сама деталь. Так что 7 миллиметров хватает. А это вот четверка дошла. Тоже хватает. Вот она где кончается. Идет по радиусу. Ну и здесь тоже радиус. Поэтому вполне хватает обработанной поверхности. То же самое вот здесь. Наружная часть. Вот у меня обработано до сюда. А вот где кончается деталюха. Так что везде места хватает. Вот она, двоечка. Ну вот и все, что хотел показать. Всем удачи!